Однажды в Италии просто уважаемый босс Коза Ностры захотел стать самым уважаемым. Единственным, чей авторитет непререкаем, а слово закон. И ради этой цели он не собирался останавливаться ни перед чем. Как, впрочем, и любой другой мафиози с целями поскромнее. Это уже 4-й и не последний ролик в серии о Сальваторе Риини. Если вы не видели первые 3, рекомендую остановиться и посмотреть сначала предыдущие части. А может быть, даже начать с самого начала истории клана Корлеоне. Ну а тем, кто уже в курсе, просто напомню. Мы оставили Сальваторе Риину в 1974 году, когда он только что женился. И в отсутствие Лучано Лиджи, арестованного, как говорят, по наводке самого же Риины, исполняет обязанности руководителя клана Корлеоне. Ему еще только предстоит подмять под себя всю комиссию, главный орган управления сицилийской мафией, но Риина не торопится. Он привык быть осторожным, аккуратно просчитывать каждый свой шаг, и не сомневается, настанет день, и он будет не просто регентом, а боссом всех боссов. Однажды в Италии. 70-е годы – это время, когда в Калабрии, соседнем с Сицилией регионе, при том самом бедном и отсталом в Италии, начинает набирать силу местная мафия – 'Ндрангета. Чтобы сделать первоначальный капитал, калабрийцы выбирают самый, на их взгляд, простой и доходный способ – похищение ради выкупа. На территории Сицилии такими вещами заниматься не принято, из опасений навлечь на себя гнев властей и введение на остров сил регулярной армии, как это, собственно, и случилось в Калабрии. Но и на Сицилии есть масса желающих поучаствовать в разделе выкупов, выплачиваемых родственниками похищенных, и корлеонцы, довольно сильный, но при этом один из самых бедных кланов, в этой очереди первые. Так случилось, к примеру, с похищением Джона Пола Гетти III, внука самого богатого на тот момент человека в мире. И, возможно, самого несговорчивого, он отказывался платить до тех пор, пока похитители не выполнили свои угрозы – начать присылать драгоценного отпрыска домой по частям, отправив в редакцию известной газеты на первый раз пакет с отрезанным ухом парня. Выкуп был уплачен, а в разделе добычи от этого преступления поучаствовали и корлеонцы. То есть, конечно же, их босс Лучано Лиджи, через которого в начале клан и был связан с 'Ндрангетой. Постепенно Риина приберет эти связи к рукам, не забывая о главной цели поднять до максимума свое влияние в Коза Ностре и устранить для этого всех конкурентов. В 1974 году был упразднен триумвират, и после нескольких лет паузы восстановлена, наконец, работа комиссии, принимавшей голосованием все значимые решения Коза Ностры. Ее главой стал Гаэтано Бадаламенти. В состав вошли Лучано Лиджи. Как уже было сказано, после его ареста в августе 1974 года Риина стал регентом клана Корлеоне и заменил Лиджи в комиссию уже официально. Антонино Соломоне, переехавший в Бразилию, и по этой причине назначивший своим представителем Бернардо Бруску, тоже очень близкого к корлеонцам. Разумеется, Стефано Бонтате и еще Розарио Ди Маджо, Сальваторе Скальоне, Джузеппе Кало, Розарио Риккобоно, Филиппо Джакалоне, Микеле Греко и Антонино Джерачи. Борьба за влияние начинается еще в момент формирования купола. Леджи пытается пропихнуть туда как можно больше своих людей, Бадаламенти и Бонтате активно сопротивляются. В итоге сложился шаткий баланс, но ненадолго. Риина делает все, чтобы перетянуть на свою сторону одних членов комиссии, устранить других и подорвать авторитет третьих. Так, еще в начале января 1974 года в районе Палермо-Сан-Лоренцо был убит отставной маршал полиции Анджело Сарино. Преступление было совершено без согласия триумвирата, и Стефано Бонтате немедленно потребовал объяснений у Филиппо Джакалоне, главы семьи, которой принадлежал район. Джакалоне, находившийся в тот момент в тюрьме, заявил о своей полной непричастности и обязался после освобождения выяснить, чьих рук это дело. Он провел свое расследование и сообщил Бонтате, что киллером был Леолука Багарелло, а приказ отдали корлеонцы. Вскоре после этого Джакалоне исчез, и Бонтате был уверен, что это не что иное, как месть за расследование.
Но уверен и уверен, толку-то что. Бантаты утерся, а Рина продолжил свою подрывную деятельность. 17 июля 1975 года несколько человек в автобусе в Салеме стали свидетелями такой сцены. Водитель легковушки останавливается, чтобы подвезти пару автостопщиков. Но как только машина тормозит, 8 человек окружают ее и уводят хозяина в неизвестном направлении. Этот человек – землевладелец Луиджи Карлео. Несмотря на баснословное богатство, Карлео чувствует себя в безопасности. Он доводится тестем одному из кузенов Сальва, успешно совмещающих политику с работой в Коза Ностре. Сальво очень тесно связаны с Бантато и Бадаламенти, так что похищение сильно бьет по авторитету двух боссов. Тем не менее, кузены все еще рассчитывают на помощь великих палермитанцев, влияние которых на тот момент огромно, и просят помочь найти хотя бы тело похищенного тестя. Бадаламенти действительно приложил все усилия для этого. На тот момент он глава провинции Палермо, управляет всеми важнейшими делами в Коза Ностре и, несомненно, является самым подходящим для такой просьбы человеком. Не сидел без дела и зять похищенного Нины Сальва. Он и полковник полиции Руссо, несмотря на то, что играли по разные стороны баррикад, были близкими друзьями. Руссо дал ему прослушать запись голосов, требующих выкуп за освобождение Карлео. Человек на записи высокомерным тоном сообщал Сальво, что без тестя он был бы никем, и поэтому должен поспешить заплатить требуемую сумму – несколько миллиардов лир. Сальво уперся, ответил, что не боится, и что если не получит доказательств, что тесть жив, больше не будет вести переговоров, а с полученной от Руссо записью разговора немедленно отправился к Стефано Бантато. И все же, несмотря на такую значимую помощь, Карлео был убит, и Бантато и Бадаламенти не смогли помочь ничем, даже найти его тело. А Татурина, лично вместе с другими корлеонцами, участвовавшей в этом секретном от всей остальной организации похищении, добавил еще один пункт в список своих побед и снова продолжил копать под палермитанцев. Постепенно в результате этой работы Рины палермитанское крыло Коза Ностры под командованием Бадаламенти и Бантато начинает выглядеть не просто умеренным. На фоне отморозков корлеонцев оно кажется откровенно слабым, неспособным защитить интересы клиентов, ни даже свои собственные. Уже упомянутый полковник Руссо и Стефано Бантато взаимно уважали друг друга. Руссо был отличным полицейским, честным и с понятиями. Бантато сумел внушить ему, что своя честь и правила есть и у него. Правда, это было только отчасти. Против наркотрафика Сокол выступал лишь на словах, на деле вовсе не гнушаясь большими, хоть и грязными деньгами. Тем не менее, хороший полицейский имел нечто вроде покровительства Коза Ностры. Не то чтобы он был неприкасаемым, но убийства законников должны были согласовываться с комиссией, дабы не навлечь ни ко времени гнев государства. И однажды такое голосование прошла и кандидатура Джузеппе Руссо. Его защитили влияние Бантато и то, что заинтересованы напрямую в его смерти, были только корлеонцы. Руссо занимался расследованием организованных ими похищений и плотно шел по следу самого Рины, находящегося в розыске, и однажды чуть было не арестованного вместе с молодой женой Нинеттой. Рина сделал соответствующие выводы и, как только посчитал возможным, наплевал на решение комиссии и, уже не ставя больше вопрос на голосование, отдал приказ убить полковника Руссо. Вечером 20 августа 1977 года Леолука Багарелло, Джованни Бруско, Винченцо Пуччи и Джузеппе Греко по прозвищу Скорпуцетто прибывают на главную площадь Корлеоне и из пистолетов 38-го калибра открывают пальбу по полковнику и его другу, учителю Филиппо Коста, вместе с которым он прогуливался. Оба убиты. Бантато в ярости. Мало того, что его не проинформировали о готовящемся деле, так его еще как дурачка водит за нос Микеле Греко, клянущийся, что знать ничего не знает о происшедшем. Говорит Марина Маноя, член личной десятки Стефано Бантато. Когда я снова встретился с Бантато, он сказал мне, что ходил к Микеле Греко. Но Микеле Греко уклонился от разговора, сказав: «Стефано, я ничего не знаю об этой ситуации и ничего не знал об этом убийстве». Затем они собрали комиссию, как мне сказал Бантато. На комиссии выяснилось, что это убийство было желанием исключительно группы корлеонцев, что Микеле Греко притворялся, будто ничего не знает. Поэтому Стефано пришел в бешенство. Настолько, что Микеле Греко говорит ему: «Успокойся, Стефано,
конце концов, речь идет о полицейском. На самом деле Микеле Греко знал и дал свое согласие на это убийство, потому что Винченцо Пуччи и Пино Греко Скарпа были людьми из его семьи. Поэтому он был полностью осведомлен об этом убийстве еще до его совершения. И отсюда возникли большие ссоры между Бонтато и Микеле Греко, которые длились несколько месяцев. Затем вмешался Джузеппе Ди Маджо, представитель семьи Бранкаччо, большой друг Греко и самого Бонтато. Он стал посредником, чтобы помирить их в этой ситуации. За убийство полковника Руссо 3 невиновных крестьянина были приговорены к пожизненному заключению и 1 к 20 годам тюрьмы. А впрочем, кому интересна судьба простых крестьян, когда на карте власть над всей Сицилией, а может и больше. Уже к 1976 году Риина привязал к себе все другие семьи, которые приносили ему информацию, настоящая криминальная разведывательная деятельность. За совсем небольшой период времени Короткий продемонстрировал, что руки его длинны не по росту. Он сумел пустить корни за пределами Корлеоне, объединив вокруг себя разные семьи Палермо и провинции. Благодаря новым союзам он распространил свою власть даже на палермитанские районы – Сан-Лоренцо, Порто-Ново, Ноче, Корсо-де-Эмилия и Резутанно. Ноги у коротышки тоже длинные, он всегда на шаг впереди других. Особенно тех двоих, которые только и могли бы ему помешать – Стефано Бонтато и Гаэтано Бадаламенти. И именно по репутации этих двоих он старается бить прежде всего, хотя взгляд со стороны вряд ли уловил бы какое-то напряжение. С виду между ними все в порядке. Они говорят, сотрудничают, делят дела. Но где-то под 3 слоями ковров идет борьба. Не на жизнь, а на смерть. Вот только Бонтато недооценивает Риину. Он видит в нем лишь грубого деревенщину, способного действовать только силой, но не хитростью. И не замечает, что неотесанный чурбан давно оперился. Завел вхожего в высокие масонские ложи верного личного бухгалтера, управляющего всеми и немалыми капиталами. Обзавелся связями в политике. Конечно, уровнем пониже, чем у самого Бонтато, лично общающегося не больше не меньше с председателем Совета министров Италии Андреотти. Ну да лиха беда начала. И потом, не для того заводят такие связи, чтобы о них знал кто-то, кроме связанных. Так что ситуация сложная, но не будем забывать, палермитанское крыло Коза Ностра имеет слишком прочные корни, чтобы проигрывать в сухую. Оглушительное поражение корлеонцы получили в, казалось бы, не касавшейся их первой войне калабрийской мафии Ндрангеты. Бонтато был связан с Ндрангетой через клан де Стефано, Риина через Трипода, бывшего посаженным отцом на свадьбе корлеонца, с которым они стали потом побратимами. Но 26 августа 1976 года глава клана Мико Трипода был убит в тюрьме Рафаэля Кутола по заказу де Стефано. Эта смерть положила конец царствованию Трипода в Реджо Калабрия. И хоть и косвенно, но нанесло неслабый удар по интересам семьи Риины. Впрочем, мафиозные войны, даже подковерные, это не тот спорт, в котором имеют значение промежуточные результаты. Как в любой игре на выживание, важен только итог. Ирина ради выигрыша в этой войне не останавливается ни перед чем, постепенно устраняя всех конкурентов. Следующим шагом было убийство Джузеппе Ди Кристины, члена комиссии от провинции Риези. Ди Кристина имеет прочные связи с палермитанцами, а корлеонцев, наоборот, постоянно критикует. После убийства полковника Руссо Ди Кристина сказал: «Если полковник Руссо был полицейским, то тот, кто его убил, еще больший полицейский», имея в виду, что дерзкое преступление приведет к очень сильному давлению карабинеров и полиции на Коза Ностру. 21 ноября 1977 года на Ди Кристина было совершено покушение. На скоростной дороге его машину сначала подрезали, а потом расстреляли. Погибли 2 человека из семьи Ди Кристины, но его самого в той машине не оказалось, так что покушение не удалось. Ди Кристина пытается отомстить. В начале 1978 года он обсуждает с Гаэтано Бадаламенти, Джузеппе Кальдероне и Сальваторе Чикитедду Греко, специально прилетевшим из Венесуэлы, ликвидацию Франческо Мадонии. Мадонию подозревают в том, что это он приказал совершить неудавшееся покушение на Ди Кристину. Но на самом деле за ним стоят корлеонцы и желание их капа заставить замолчать своих критиков. Поговорили ни о чем. По просьбе Греко решение вопроса отложили.
Чикитеддо возвращается в Венесуэлу, но перед отъездом, возможно, предвидя, чем все может закончиться, приглашает Ди Кристину поехать вместе с ним. На свою беду тот отказывается и таки организует с помощью Джузеппе Кальдероне ликвидацию Франческо Мадонии. 16 марта 1978 года Мадонею убирают, Ди Кристина и человек Кальдероне. А уже в апреле того же года, воспользовавшись этим фактом как поводом, Рина обвиняет Бадаламенти в том, что это он отдал приказ и сделал это в обход комиссии. Обвинение поддержал также Антонино Соломоне, всегда с неприязнью относившийся к Бадаламенти, и последний остается в меньшинстве. Номер удался. Дядюшка Тану был не просто отстранен от управления, его вообще исключили из Коза Ностры. Но почему корлеонцы просто не устранили Бадаламенти, как сделали и сделают это со многими другими? Причин тут могло быть несколько. Прежде всего сыграли свою роль долгие деловые отношения между Бадаламенти и Лиджа. Они были партнерами в управлении транспортными и строительными компаниями. Это Бадаламенти просил перед Кальдероне, чтобы тот спрятал у себя Лиджа, когда тот был в розыске. И к тому же в этот период стала еще более тесной связь Рины с Бадаламенти. Коротышка практически находился в его подчинении, настолько, что был выбран Доном Тана в качестве референта для управления операцией по наказанию Микеле Каватая на Виале Лацио. Во-вторых, вес Бадаламенти был очень значительным. Он обладал и мощными родственными связями внутри Коза Ностры и тесными контактами с серьезными политиками вовне ее. Ну а в-третьих, Бадаламенти разбогател на торговле наркотиками, вызвав с одной стороны зависть корлеонцев, а с другой став для них важной фигурой, через которую и они могли включиться в эту игру. Но, как неоднократно говорил сам Рина, деньги интересовали его гораздо меньше, чем власть, и Бадаламенти свалили. Теперь он вынужден передвигаться тайно. Любой желающий может его убить, а управление его семьей доверено его двоюродному брату Антонио. Это один из классических ходов Рины, который пытается казаться не тем, кто уничтожает семью Бадаламенти, а настоящим человеком чести, желающим лишь навести в ней порядок. Впрочем, очень скоро Антонио Бадаламенти тоже заменяют на Микеле Грека, давно уже тайно поддерживающего корлеонцев. Вот что говорили об исключении Бадаламенти другие члены Коза Ностры тех времен. Марина Маноя. Когда я услышал, что Бадаламенти был исключен, и причина, по которой он был исключен, я разозлился. Потому что действительно был исключен человек, который плохо обращался со мной в словах, в круге слов, которые он мне говорил. Но мне было жаль, потому что его исключали люди, которые не заслуживали делать это с Бадаламенти. С того момента через доктора, который посещал тюрьму каждый понедельник для осмотра заключенных, я дал знать Бадаламенти, что с того момента я забывал все обиды, которые имел к нему, и если они его исключили, то я все еще считал его своим другом. На том же сборе, тот же маневр корлеонцы попытались проделать и в отношении Бонтате, предложив ему отречься от поста главы семьи добровольно. Взбешенный принц Виллаграции отказывается, но в отношении него Соломоне, чей голос по сути стал решающим, имеет другие планы. Он предпочитает, чтобы Бонтате остался в комиссии, ведь Сокол единственный, кто обладает достаточной силой, чтобы остановить корлеонцев. Говорит знаменитый Пентито, сотрудничавший с полицией бывшей мафиози, Томмазо Бушетто. Бадаламенти был исключен по справедливому обвинению. Всегда говорили, что Сальваторе Греко вместе с Гаэтано Бадаламенти и вместе со Стефано Бонтате дали разрешение Ди Кристине, чтобы он мог действовать против тех, кто покушался на его жизнь. Но мы знали, что все это только повод, что с этого момента начинается возвышение так называемых корлеонцев в Коза Ностре. Но у Бонтате была настоящая армия. У него было 20-30 человек, которые последовали бы за ним куда угодно. Поэтому, чтобы не сталкиваться с ним лоб в лоб, его оправдали. Бадаламенти же, у которого такого войска не было, был осужден.
Отношения между Бонтате и Бадаламенти остались такими же, как прежде. Они виделись, разговаривали. Только теперь с большой осторожностью и так, чтобы другие об этом не знали. В общем, Бонтате удается выйти из этой передряги почти без потерь. Если только не считать потери большинства в куполе. Ведь теперь на его стороне фактически остаются только Сальваторе Инзерилла и Джиджино Пиццутто. Ситуация на волоске от перехода холодной войны в горячую. Бонтате и его люди несколько месяцев спят в обнимку с оружием, пока, наконец, Микеле Греко, новый координатор комиссии Коза Ностра, не добивается шаткого примирения, якобы убедив комиссию, что Бонтате не имеет отношения к убийству Мадонии. Куда хуже пришлось самому Джузеппе Ди Кристино, которому комиссия вынесла смертный приговор. Понимая, что теперь он практически ходячий мертвец, Ди Кристино не находит ничего лучше, как обратиться за помощью в полицию. Он надеется, что если сдаст корлеонцев карабинерам, тем на какое-то время станет не до него, они ослабят хватку, и загнанный зверь сможет спастись. Все показания Ди Кристино были направлены только против Риина и его союзников. Об умеренном крыле Коза Ностра он ничего не сообщил. Много лет спустя майор Петтинато, один из говоривших Ди Кристино карабинеров, расскажет. Я сразу понял серьезность его заявлений. Кроме того, я ясно заметил, хотя Ди Кристино пытался этого не показывать, что он был охвачен ужасом. Он производил на меня впечатление загнанного зверя. Информацию в обмен на свою жизнь Ди Кристино предоставляет ценную. Первое. В ближайшее время назначен побег из тюрьмы. Ждут только подходящего момента, но все уже подготовлено до мельчайших деталей. Второе. Судья Терранова может быть убит фракцией Леджа. Эта казнь позволила бы корлеонцам укрепить их превосходство над группой Бадаламенти и Бонтате. Третье. Уже между концом 75-го и началом 76-го года на собрании, проходившем в Палермо, Риина и Провенцано предлагали ликвидацию подполковника Руссо. Но предложение было отклонено из-за сопротивления умеренного крыла. Четвертое. Во время собрания 22, проходившего в 1977 году, Ди Кристино осудил убийство офицера карабинеров и другие деяния группировки Лиджа. Эти слова Ди Кристино дошли до ушей Лиджа, который за это и приговорил его к смерти. Пятое. Лучано Леджа является настоящим владельцем крупного предприятия, которое перерабатывает и производит фрукты, и находится между Неаполем и Казертой. На этом предприятии находится крупный замаскированный склад наркотиков. Шестое. Лучано Леджа располагает наемной командой для ликвидации врагов, состоящей из 14 человек с базами в Неаполе, Риме и других итальянских городах. Седьмое. Самая важная база Леджа в Сицилии находится у Бернардо Бруско в Сан-Джузеппе-Ято. Есть и другие базы. У Франческо Мадонии, Джузеппе Гамбино, в каменоломне у Мариано Агады тоже прячут большие партии наркотиков. Восьмое. Лиджа приказал убить прокурора Скальоне из-за инициатив, которые тот собирался предпринять, и которые могли бы косвенно благоприятствовать противникам Лиджа и родственникам Бадаламенти. Девятое. Риина и Провенцано, прозванные зверями, самые опасные из людей, которыми располагает Лиджа. Они виновны минимум в 40 убийствах. Десятое. Сальваторе Риина видели в районе Неаполя, скорее всего, он скрывается там. И 11. Бернардо Провенцано, очень опасный, но менее умный, чем Риина, скрывается, возможно, в Багирии. 30 мая 1978 года в 8 часов утра на наполненной детьми автобусной остановке перед школой Леолука Багарелло и Антонино Маркезе убивают Джузеппе Ди Кристино. Тот пытался защищаться, даже ранил одного из киллеров, но его добили. Ди Кристино – близкий друг Сальваторе Инзерилла, и убийство происходит на его территории, так что последний в гневе. Мало того, что это наносит удар по его авторитету главы района, так это еще привлекает к нему внимание полиции, которой никогда не бывает кстати. Но Микеле Греко убеждает Инзерилла, все дело в том, что Ди Кристино стал стукачом. Стратегия Сальваторе Риины была проста. Постепенно, находя предлоги и устраивая провокации, он убирал всех, кто не соглашался с его линией поведения или стоял у него на пути, заменяя их на своих сторонников. Ну а путь этот лежал к власти над всей Коза Нострой, так что и противников было немало. После того, как Джузеппе Ди Кристино и Джакалоне были убиты,
Бадаламенти исключен из Коза Ностры, Чикитеддо Греко умер своей смертью в Венесуэле, и поскольку тронуть Бонтате было слишком опасно, следующим в списке смертников оказался Джузеппе Кальдероне, или Пипа Серебряное Горло, как его прозвали из-за проблем с голосовыми связками, потребовавших операции. Кальдероне остался единственным, кто имел пусть и косвенные отношения к устранению Мадонии и при этом еще не хлебнул мести корлеонцев. Близкий друг Ди Кристины, он был неугоден Риине уже давно, с тех пор, как выступил против похищений людей на Сицилии. Замечу, против он был вовсе не по причинам доброты и человеколюбия, а потому что понимал, в случае чего он не сможет защитить своих подопечных, семью богатых предпринимателей Костанца, которые доверили их защиту его клану. Разумеется, не бесплатно. До сих пор Кальдероне был жив только благодаря тому, что в начале 70-х оказал корлеонцам услугу, предоставив почти на 2 года убежище находившимся в бегах Лиджи и Провенцано. Потом отношения с Кальдероне были разорваны. Как уже было сказано, из-за разногласий по поводу похищений. Впрочем, это был скорее формальный повод, дабы корлеонцы не чувствовали себя в долгу перед тем, кого собирались убрать. Ну а когда Лиджи оказался за решеткой, Риине уже и вовсе не были важны старые долги перед Кальдероне. Услуга, которая уже оказана, ничего не стоит, а Мадония должен быть отомщен ради демонстрации силы молодого клана и в назидание всем другим главам семьи. Для такого дела самым подходящим Риина посчитал Нитто Санта-Пауло, члена семьи Кальдероне, принимавшего пунчуту, обряд посвящения в Коза Ностру и принесения клятвы на верность ей, в 1962 году, одновременно с братом Пипа Антонино Кальдероне. Нитто глава десятки, он предприимчив, амбициозен и безжалостен, к тому же довольно близок к Кальдероне. Он его личный водитель и часто сопровождает босса на важные встречи. В катании в те времена очень горячо. Перестрелки на каждом шагу, и стреляют не только люди чести, но и обычные грабители. Так что даже сам босс Кальдероне предпочитает как можно больше времени проводить подальше от дома. К лету 1978 года Нитто уже всерьез действует против Кальдероне, и при тайной поддержке простой глава десятки добивается распуска всей катанийской семьи. Для ее восстановления создается регенство из 3 человек: Джузеппе Кальдероне, Нитто Санта-Пауло и старого мафиози по прозвищу Тино Гуаппо. А всего через несколько дней после этого Риина отдает Санта-Пауле приказ на уничтожение Кальдероне. В предательстве катанийского босса участвовали 2 близких ему человека: сам Нитто Санта-Пауло и Сальваторе Феррера. Они назначили встречу Кальдероне с Джузеппе Пиду Мадонией, сыном все того же Франческо Мадонии. Расслабленные, ведь все организовано людьми, которым они доверяют, Кальдероне и его водитель Сальваторе Ланцефаме отправляются на встречу без оружия, но уже по дороге их обстреливают. Кальдероне умирает через 3 дня в больнице, а Ланцефаме, несмотря на то, что был ранен в голову, выжил. 28 сентября 1978 года в Багирии в доме Томмазо Спадара происходит собрание, в котором участвуют среди прочих Микеле Греко, Нитто Санта-Пауло, Сальваторе Риина, Альфио Ферлита, прибывший вместе с Инзерило, а также Антонино Кальдероне, который пытается выяснить, почему был убит его брат. Ему никто не отвечает, намекает, что шум поднимать не стоит. Потом Тото Риина берет слово, и встреча заканчивается в общем ничем. Позже Антонино Кальдероне приглашают в поместье к Микеле Греко, где его спрашивают, знает ли он о встрече, состоявшейся раньше между Ди Кристиной, его братом Джузеппе Кальдероне и Чикитеддо Греко, и правда ли, что Ди Кристину звали уехать в Венесуэлу. Антонино Кальдероне, ошеломленный, отвечает правду, об этой встрече он знать не знал. И, похоже, только это спасает ему жизнь. А может, вовсе не это, а то, что в сущности он уже ничем не может помешать корлеонцу. Конец 70-х – черное время на Сицилии. С небывалой легкостью Коза Ностра, как взбесившийся зверь, расправляется со всеми, кто хоть чем-то ей мешает. Журналисты, полицейские, судьи, политики, обычные люди. Вспоминая об этом периоде, Бадаламенти скажет потом, что его удивляло, как случилось, что, несмотря на то, что полиции было известно о настроениях умеренного крыла и о его конфликте с кровавой бандой корлеонцев,
Они позволили последним одержать победу. Бадаламенти никогда не был хорошим оратором, но его намек прозрачен. Рейной всегда управляли силы куда более мощные, чем Коза Ностра, но в отличие от нее всегда остающиеся в тени. И не без влияния этих сил подковерная война клана Корлеоне против умеренного палермитанского крыла постепенно превращается в войну настоящую, с реками крови и множеством жертв. Но об этом в следующей части нашей истории «Однажды в Италии».